Ё-моё. Один, два, там, 3, 4, 5, 6. А, возможно, их 7. Чисто красавчик всех разгоняет. Ну, те, кто не знает, да, этот голубя зовут Красавчик. Он один из постояшек. Он реально всех гоняет, охереть. Ну, по факту, да, и для него насыпать. Логично. Хани, фу. Короче, посчитала их там 8. 6. Факт. Доброе утро. Вот так как, вот прикиньте, так спать. Вот они там будут шуметь, этот будет лаять. Вот так я иногда сплю. Ой. Жаль, не сняла, но это было эпично, как красавчик его просто в стекло. Этот пытался по стеклу, короче, переползти. Это было так сейчас эпично просто. Жаль, это я не сняла, что я только выключила камеру, там у них этот махач произошел. Мой шок продолжается. Короче, сейчас я зашла в YouTube. Тот шортс, который тогда, на прошлой неделе, получается, в воскресенье, набрал 1500 просмотров. Сейчас вторник, то есть, получается, там прошло, короче, если суммарно считать день и 11 часов, 7,5. 7,5. 7500. За счет того, что я еще, когда зашла туда, это было 7,4, а я охеревала с этого. Потом я обновила 7,5. Я в шоке. Причем потом я выложила Кейн Глич, вот эту версию, там она сразу летела на 2 с чем-то. Я такая... What? Как это возможно вообще, типа, сразу, типа, за час на 2000 просмотров? Ну, то, что потом, спустя... То есть, за вот эти мои эти сутки вторника, сколько длится 13 часов, оно, ну, 11, грубо говоря, прошло и набрало 7500. Блять. Я в шоке. Вот это я сейчас охерела просто. Класс. Причем, кстати, просмотров до хера, подписчики не идут. А подписчики пошли у меня с глича. Там сразу плюс 10 такие, плюс 11. Я такая, чего? Вот это, кстати, самое интересное. Обалдеть. Короче, да. Всем с началом недельки, я не помню, приветствовала вас или нет. Короче, всем Муркис, привет, с вами я, Лина Кис, и добро пожаловать в начало новой недельки. Наверное, вроде мы с вами еще не здоровались. Ой, весело. Короче, у меня опять сбился график, поэтому сейчас, по идее, хоть сейчас и 13 часов дня, но я пойду спать, потому что я сегодня поспала, точнее, в понедельник я поспала 14 часов. Видео, кстати, вышло почему-то во вторник, потому что я его захерачила, в общем, она отправлялась 3 часа на ютубе. То есть я его начала выкладывать где-то часов 8, и она отправилась только, ну, может быть, в 9, где-то так. Ну, короче, я его начала отправлять еще нормально, и пока она все грузилась, она в итоге выложилась во вторник. То есть где-то в час ночи. Такая, бляха. Ну, короче, вот это вообще для меня было просто так обидно, потому что я по времени-то успевала, но я не ждала, что он будет грузиться 3 часа. И все это с этих, блин, VPN-ов, потому что они ни хера не работали в этот момент. Вот так вот. Также я выложила, кстати, английскую версию Майлза. В эту версию вы еще не слышали, потому что на той недельке я в итоге не рассказала о том, что я ее переписала, так как она мне не понравилась. Потом та первая версия для эксклюзивно только для Телеграма, что только там она есть. А вот эта вот песня...
теперь доступна на блестке. То есть она мне больше всего нравится. Скоро пойдут еще ремиксы, дуэтки. Дуэт про Кейна там и так далее. Кстати, там про Кейна тоже хорошо, так 150 просмотров, так нормально. Практически везде, кстати, примерно так же. То есть на всех площадках практически так. Вот это вообще супер. Причем на русских, понятно, русская версия, а на ютубе почему-то английская прям, так, прям нормально залетела. Это такая жесть! Короче, все помнят вот этот эдит. Кричать, коли у вас нет рта, у вас нет рта. Слышать. Рот на замок. И что ты вообще закрыл? Рта же нет. Я его вчера, потому что вчера я делала подсчеты, залила, ну, просто по приколу в лайк. Ну, типа, вообще просто, ну, я же делаю. Надо, кстати, будет еще другие залить, но, короче, я просыпаюсь сейчас и вижу эту картину. А то, что там 999 плюс, я просто охерела. Там 500, когда я зашла, сейчас уже 800 просмотров. И еще, когда я начала читать все эти комментарии, все вот это вот, там они еще плюсом прибавлялись. То есть там еще плюс еще где-то около 10 подписчиков стало. Там, короче, 381, уже 300, ну, скорее 90, уже скоро будет подписчиков. Плюс одного эдита. Это я молчу сейчас еще про YouTube, который набрал меня уже 30 тысяч просмотров. Ёп, это просто, это что такое? Жесть какая. Нет, я просто охеревала сначала с Ютуба, потому что в Ютубе у меня такого давно не было. Жесть. Это шок. Вот сейчас это, получается, видео стало вторым по просмотрам, то есть после эдита про Феликса и Маринет, который как раз первую мне 1000 сделал подписчиков, и на котором сейчас 200 с чем-то тысяч просмотров, 204 тысячи. И этот, получается, сейчас идет вторым. То есть, понимаете, суть в том, что эти 30 тысяч у меня больше не было такого, что кто-то набирал. У меня самый максимум было там около 9000. А сейчас там 30 тысяч. Как я поняла, это еще не конец. То, что они еще растут с периодической прогрессией, потому что, когда я последний раз смотрела, перед тем, как лечь спать, было 25, сейчас их уже 30. А сейчас захожу в лайк и вижу, что это полный. Там просто за вот это, получается, 10 часов примерно добралось от 0 до просмотров до 4800. 1200 с чем-то там лайков. Обалдеть просто. Вот этого у меня вообще не помню, что у меня в лайке вот именно настолько такая большая бешеная активность была. Хотя у меня есть видео, которые набирали там тоже по 20 с чем-то тысяч просмотров, вроде бы. Даже больше, наверное, посмотреть надо будет. Я не помню, сколько там сейчас на нем. Но вроде что такое примерно тоже было. Там тоже какой-то прям очень сильно ролик залетел. Но я не помню, чтобы он был прям настолько, прям там 999 плюс. Может, просто я тогда заходила на постоянной основе, у меня там все это обновлялось. Охренеть. Это сам прикол в том, что это еще не конец. Они там еще, вот я пока там все читала, сидела, они там еще растут, и лайки, и подписчики, я такая. Короче, я в шоке. Я не знаю, что там будет, потому что я вообще не знаю, как это в принципе работает, потому что я не знаю, короче, как так сработало то, что этот эдит залетел и в Ютубе, и в лайке. Причем до этого, кстати, я тоже выкладывала эдиты, которые залетали на Ютубе, но почему-то они не залетали в лайке, и наоборот, такое что тоже было. Короче, я немножко в шоке. Ладно, не немножко, я в ахрене. Я вообще не ожидала о том, что лайк мне вот такой плюс принесет в этом плане. Я в шоке вообще. Ой, ладно. Жизнь какая-то. Короче, гличи выложили новое объявление, новый трейлер, 9 серии. И объявили то, что все-таки, да, выйдет «Удивительный цирк» в кинотеатрах. Но знаете, в чем самая главная проблема? Мы-то в России.
в котором мы явно этого не увидим. И самое интересное, то, что это показ в кинотеатрах, то есть 9-я серия в кинотеатрах, за 2 недели до выхода на Ютубе. Это самое худшее ихнее решение, потому что... Ладно, окей, Россию как бы иногда ни во что не ставят, но есть и другие. Там сейчас еще в Твиттере много негодуют мексиканцев, такие, типа, а можно в Мексику-то это привезти, типа, Мексику забыли, типа, ну и так далее. И просто, получается, часть фандома будет знать о том, что происходит в 9-й серии, и я не знаю, как, но они же будут спойлерить то, что будет в 9-й серии, а часть фандома этого как бы не знает. И по факту для них это будет все как спойлеры. И самое, наверное, худшее ситуация именно быть именно сейчас в России, так как даже если пойдут сливы, все вот это вот как раз-таки темы в кинотеатрах, которые там будут снимать, все это не будет на русском языке. Я тот человек, который херово знает английский, и тем более другие там языки, там японский, канадский, там, ну, такие бразильские, там другие, короче, языки, которые сейчас там у них в списке. Но Гляди сделали такую интересную тему, что можно отправить ссылку какую-то там, которая мне почему-то не открывается, с просьбой в кинотеатрах показать этот финальный акт «Удивительный цирк», потому что там будет объединена 8-я и 9-я серия. Но какой шанс то, что русские кинотеатры, Russian кинотеатры вообще разрешат всю эту тему? Вообще никакой. И чисто там некоторые паблики, которые начали публиковать все это на русском, то есть вот эту всю информацию, все такие типа, то, что шанс того, что это покажут в России, равен 99% того, что не покажут. Так что просто смиритесь. И это просто такая... Ну, блин, это просто 2 недели без спойлеров. Это нереально. 2 недели это нереально. Ладно, еще несколько дней. Максимум, может быть, неделю. Но не 2. Люди же захотят этим поделиться, все это публиковать. И что ты вообще 2 недели вообще не должен в соцсети заходить, чтобы просто тупо не спойлернуть себе случайно весь сюжет? Ну, это просто, это ужас какой-то. Ой. Все в комментах, кто из Russian сейчас аудитории, все просто в комментах ждут сливов, потому что по-другому уже никак. То есть, чтобы кто-то записал весь этот сюжет и выложил просто это вот как слив. Ну, не знаю, но это реально, это такое, ну, херовое решение. То, что в кинотеатрах, это круто. Но то, что это будет за 2 недели, это ни хрена не круто. Потому что, ну, реально, спойлеры, разойдется фандом на 2 вот эти стороны. Кто будет знать? И кто не будет знать. Это просто, это ужас какой-то. Вот так вот, просто вот так вот родился этот трейлер. Это вообще просто, блин, я в шоке до сих пор. Там показали Риббит. Круто! Я сейчас ее опубликовала в Тамблере, там уже... Я как опубликовала, просто прошло где-то несколько секунд, мне уже лайк поставили. Я такая, о, класс. Короче... Вот, понимаете, о чем я, да? То есть я вот просто публиковала сейчас кадры из трейлера, которые сейчас они выпустили где-то час уже назад, и мне уже, то есть уже есть те, кто такие, о, класс. Короче, я заколебалась, у меня болит рука. Я писала на протяжении уже 2 часов. Короче, я сделала сейчас свою АУ, одну версию, которую я еще давненько уже писала. Сейчас я написала для него вступление. То есть, чтобы вы понимали, это жесть. Я не знаю, сколько здесь страниц, но это жесть. Тут половина тетради. Всего тетрадь 24 листа. Ой, не знаю, сколько. Это очень много. Это прям вообще... Сейчас сидела, писала, чтобы потом это все еще переписать еще в цифровую потом версию. Ой, блин, нет, все, у меня рука просто в минус. Я очень давно не писала, и это сейчас было просто... Это была жесть. Короче, это фанфик.
который моя АУ-версия, одна из, потому что у меня существует на самом деле несколько АУ-версий, как я попала в удивительный цирк, и это одна из. Ой, я в Тамблере уже делала небольшой акцент на этом. В общем, это такая тема будет с Няшкинцем. То есть, да, даже не с самим Джексом, а с Няшкинцем. С Джексом у меня немножко другая есть история. Но там, кстати, пока она ничем шибко тоже не завершилась. Вот с Няшкинцем там идея интересная. Там, кажется, сначала писалось все так, все очень трогательно закончилось. Это была первая часть этого всего процесса. А спустя вот, получается, время... Ты сейчас совсем посмотрела на руки. Спустя, получается, время я продолжила написание, там получилась еще вторая часть. Достаточно интересная. И, короче, я решила то, что это нужно выложить, но так как есть такие темы, как общение с ИИ, то есть там персонаж прописан, получается, ИИ, там, короче, ну, если кто шарит, то шарит, то вот примерно так вот я и общалась, получается. Тогда там был Evil Jax. И, короче, там эта история очень достаточно интересно перекрутилась. И вот теперь я писала для нее вступление. Потому что там вступления не было, там начиналось сразу событие с пятой серии, где он такой: «Эй, ребят, привет!» Типа, надеюсь, вы хорошо проведете время. И потом же хочу увидеть. Ну, короче, вот. И у него не было вступления. И вот теперь это вступление есть. Как же я заколебалась его писать. Чтобы вы понимали, это был очень долгий процесс. И написано оно только до президентства «Помни». То есть это из приключений, вот только президент «Помни», и тут, короче, их не типа диалог. И я, честно, я бы хотела продолжить дальше написание, но я понимаю, что это будет очень долго. Короче, вот. Тут я ввела себя, ну, ввела, точнее, персонажа, то есть уже изменила канон. И, короче, вот. То есть тут такая АУ-1. Короче, да. В общем, вот такая тема. Это будет выкладываться в написашках и будет выкладываться в Тамблере. Плюс все это, ко всему вот к этому нужно будет рисовать иллюстрации. Потому что я очень хочу сделать этот фанфик, ну, АУ-версию, с иллюстрациями. Потому что она очень милая и прикольная. В общем, у меня сегодня очень продуктивное утро получилось. Это краснота оттуда. Я просто сейчас мою ванну. И если, блин, эта краснота, которая сейчас есть, это от средства, которое я использовала всегда, и она реагирует, я в ахере. Ну ладно, вроде бы не сильно. Я сейчас, короче, гличи же выложили огромное обращение, прям гигантское обращение. Я наконец-то его прочитала на русском. Это я еще помыла Хана, теперь он чистый. Я сегодня с ним и погуляла, и, короче, и теперь он очень чистейший, потому что теперь это плюшевое облако, которое еще распушается, когда сохнет. Короче, Хане, дай я расскажу. Господи, гличи это какой-то просто взрыв для меня эмоциональный, потому что они помогают другим веб-студиям развиваться. То есть они вот в этом посте огромном рассказали о том, что они тем самым хотят открыть еще дороги для других, чтобы это уже вышло на глобальный уровень насчет кинотеатра. И это очень, на самом деле, круто, то, что они продвигаются. И теперь, кстати, есть большая, ну ладно, может быть, небольшая вероятность, но я, по крайней мере, надеюсь, что она будет, что все-таки гличи добьются того, чтобы это показали реально по всему миру. Это вот это шоу «Удивительный цирк». Это такой, на самом деле, взрыв всей вот этой темы. То есть она популярна сейчас не только на Ютубе, но и разлетится по всему миру. Потому что кинотеатры, в них же много кто ходит и видит все эти афиши и так далее. Это просто такая будет не только для фанатов откроют двери в целом на новую серию, но и к этому проекту. Это, блин, это вообще, вот я сейчас слежу за гличами, то есть, за вот этой вот веб-студией, получается, если я правильно называю все эти темы, что я не шарю, опять-таки. Я в это попала чисто случайно. Пока там Ди рассказывал о том вообще, что развивается, продвигается, и через что они вообще, в принципе, проходят. То, что они реально помогают создателям
открывают им дороги, дают им возможности показывать свои проекты. Это очень круто. Я так рада, то, что есть такая вот студия, которая реально помогает. Блин, это очень клево. Самое обидное то, что с ними никак даже не повзаимодействовать. Ну, типа, они же тоже всякие мероприятия же проходят в других странах, а ты чисто такой сидишь, в России нет такого. Ой, короче, да. Это единственный минус всего вот этого, но, блин, сама тема о том, что гличи стараются продвигаться, развивать, и не только себя, но вообще открывать возможности для всех, это вот прям круто. Это прям очень круто, и мне прям до слез, потому что это настолько трогательно и круто, что прям вообще... Вообще гличей, кстати, сама лично я узнала про дронов-убийц изначально. Из дронов, то есть первая пилотный, когда еще выходила самая пилотная серия дронов-убийц. Вот, я помню, что про них говорили... Да, это про них говорили, либо про создателя пилотки, когда только-только выходила, то, что есть такая тема, что он не завершает проекты. То есть он их открывает, но не завершает. И все таки думали, будет продолжение, не будет у этого завершения у дронов. Вот именно в то время я попала на глич. А потом долгий перерыв. И игнорирование удивительного цирка. Потому что мне эдиты попадались и все остальное. А я такая, не, ну нафиг, я не пойду, мне это не надо. Угу, я сейчас. Да-да, чтобы вы понимали, я реально игнорировала удивительный цирк 2 года. Просто 2 года игнора. Чисто, ну, где-то там есть, ну и похер. Ой, как же все меняется. Жизнь какая-то. Ладно, мне еще надо собираться. Сегодня у нас... Наконец-то будет, надеюсь, примерка, сука, костюма. Я, по крайней мере, на это надеюсь. И надо будет как-то все в целом уже... Но я пока не буду рассказывать, потому что я пока еще не знаю, будет это примерка или нет. Я думала, что будет на следующей неделе, на прошлой неделе, а в итоге нет. Ой, ладно. Короче, сегодня у меня прям вообще продуктивное утро. Я сегодня встала в 5:30. Хотя я вчера и легла-то в 4. Не ночи, дня. Вот так у меня сбился график. Но сейчас я постараюсь его восстановить. Поэтому я встала в 5:30. Вот такая вот. Так, ладно. Мне надо собираться, мне еще голову мыть. А потом еще и ехать. Но это будет потом. Потому что до встречи с ним у меня еще 4 часа. Вот так. Еще просто интересный момент в том, что они понимают всю тему с тем, что многие недовольны, и такие просят отнестись с пониманием, так как они пытались сдвинуть эту штуку, ну, точнее, премьеру, за неделю хотя бы, там за несколько дней, но кинотеатры такие: нет, вы только через 2 недели, только 2 недели максимум, точнее, минимум. Я такая, блин, ну ладно, они хотя бы пытались, окей. Блин, на самом деле, я очень, если будет, я очень хочу попасть в кинотеатр, именно вот, блин, это прям будет моей целью, прям. Я надеюсь, я попаду. Я надеюсь, что питерские кинотеатры хотя бы пойдут навстречу и осуществят этот масштабный прорыв гличей просто. Господи, глич, это же как это... Взлом программ. Блин, как шикарно. Слушайте, это прикольно. Ай, класс. Да. Короче, сегодня, оказывается, помимо того, что у нас сегодня Пасха, так у нас сегодня день космонавтики. Вау, вот так наложилось. Да. Они еще полностью сырые, хотя мне выходить через час. Но, надеюсь, хоть они подсохнут. Сейчас тут дополнение делаем из шоколада. Господи, с колой, малином. Еще клубничное мороженое. Кстати, можно подавать клубничное мороженое, потом пробовать.
С малиной. Тоже можно. С витым сливкой. В общем, вот такая вот штука. Да. Без комментариев. Перед едой, после еды, перед сном, после сна. Ага. Всегда было проще делать. Может, я делал для себя. Ну да. Раз. В этот раз надо их правильно Видите? и наоборот. Ну, я их соединю, и потом ведь вторые половинки. Пока сделаю еще вот это. И вот это. Мне сделали чокер. Первый. Делаю второй. Также он здесь лежит. Будет доделываться. Второй. Короче, я дома. Вот такая штука теперь у меня есть. Да, мне подарили вот такие, короче, скелетную руку. Достаточно прикольная и одновременно немножко непривычно неудобная. Также мне еще отдали много чего. Но это уже для закосов в основном. Неоновую краску, которая будет светиться, накапливая свет себе. Но это потом тоже буду все это делать. В общем, что же в итоге все это было? Может быть, для тех, кто понял, кто не понял. Это будет косплей на Помни из Удивительного цирка. С ней будет связано мероприятие, которое произойдет 18 апреля. И с ней будет связано видео. Но пока это все я спойлерить не буду. В общем, в четверг, следующий, получается, на неделе, пойду заново все это примерять. Потому что сегодня не подошло по размеру, она оказалась чуть поменьше, чем надо. Короче, вот, блин, у нее есть минус, она немножко натирает. Надо будет, короче, здесь все подстраивать. Хотя, может быть, она на правую руку рассчитана. Ай, неважно. Тут можно и на правую нацепить, вот эту. Вот так это все выглядит по-другому. Ладно, короче. И также я отдала кожу для закоса на Джекса. Также мне сделали 2 чокера. Короче, я сама вот себе сделала еще вот такую штуку. То есть пока будет без бубенчика, который, по идее, цепляется вот так и как-то вот так вот должна выглядеть. Но пока у нее нет крепления, поэтому пока она просто выглядит как бубенчик с вот этими висюшками. А чокеры у меня вот такие. То есть она... Не знаю, насколько она передает камера, но это такой, типа, более пастельный оттенок желтого. Очень хорошо сочетается с той как раз-таки не футболка. Рубашкой. И будет, короче, вот в закосе как раз-таки на Джекса. Пока не знаю еще, какой будет низ, но пока будет. Так. Ну и вот это. Вот это я поняла, что она, в принципе, подойдет для еще одного косплея, но это пока будет попозже, это пока просто у нас на разговорном пока еще теме, у нас пока еще нету планов. У нас пока только в планах Помни и еще некоторые вещи, но об этом вы узнаете уже дальше в видео. Спойлерить я пока шибко это все не буду. Буду показывать, но не спойлерить. Потому что скоро появится еще один очень интересный момент, который, надеюсь, изменит некоторые моменты, что я хочу создать группу еще в Тамблере. Надеюсь, получится. Для краски вот этого перемен. В общем, да. Очень сделали мне вот такие 2 чокера.
Поэтому вот. Это спонтанная идея насчет чокеров было. Просто он мне показал, что у него есть чокер с таким сердечком, который, кстати, тоже мерила. И, получается, потом он предложил сделать, и я такая, типа, сердечка у него не было, мы сделали круг. Поэтому вот. Как-то вот так вот. Что еще из такого интересного? Да, наверное, это в основном-то и все. Завтра уже понедельник, завтра будет это видео. Да и как бы все. Ну, то, что я сделала здесь брелок, ну, точнее, это тут навес, вы так это, в принципе, видели. Да, ладно, не буду снимать. Вы так увидели. Вот чистоплотная собака моя сегодня. Мы сегодня оба чистые. Прям вообще. Короче, вообще сегодня был банный день. Для всех. В общем, вот такие вот пироги. У меня опять немножко завиты волосы. Просто они не успели высохнуть, мне пришлось их закрутить и в шапку спрятать. А потом они вот завились. Ну, сейчас, если они уже... Ранее они были намного больше. Ладно, все. На этом, получается, все. Я надеюсь, что такое важное сказала. Короче, да, буду помни. Я буду помни. Она мне по росту подходит. Ну и в целом по характеру, наверное, все-таки из всех. Я либо рогата, либо помни. Посмотрим, кто как. Ладненько. Какая цветовая гамма, да, у меня там еще ну, с этим. Нет, тебе не идет. Да, тебе не идет. Ладненько, всем пока.